Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно рада приветствовать я в этом видео тех, кто родился под знаком зодиака Близнецы. Давайте посмотрим, каким будет для вас, уважаемые Близнецы, месяц июнь. Мы рассмотрим общую атмосферу, сферу работы, финансов, личной жизни и совет предостережения. У нас будет один общий вариант для всех, выбирать ничего не нужно. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. И начиная с общей атмосферы грядущего месяца, давайте посмотрим, что же несет Близнецам месяц июнь. Это ваш месяц, уважаемые Близнецы. Давайте посмотрим, что же будет у вас, каким же он будет для вас. Прекрасным, чудесным, наполненным удовольствиями. Много важной информации, либо оформление документов будет, причем в таком, знаете, в положительном ключе это все будет происходить. Документы, информация, какие-то, вот знаете, переписки, все будет способствовать тому, чтобы вы процветали, ваше положение укреплялось, чтобы вы получали в дальнейшем такие, знаете, вкусные-привкусные плоды, чтобы вы с удовольствием смотрели на то, что вы создали, чтобы вы с удовольствием наслаждались тем, к чему вы шли. И да, здесь движение вперед, оно неизбежно. У кого-то будут путешествия, у кого-то в дальнейшем будут путешествия не в июне, а в более поздние сроки, в более поздний период, июль, август. Тем не менее, месяц для вас будет очень таким положительным. Что будет в работе у Близнецов? Что ждет вас в работе, уважаемые Близнецы? Что ждет в работе? Работа будет отнимать у вас много сил. Но это все не просто так, потому что вы идете к укреплению своих позиций, вы будете в дальнейшем наслаждаться результатами. Во-первых, здесь может быть женская фигура, начальница, руководительница, более высокая такая по статусу фигура женская, которая вам покровительствует, которая вам благоволит. Также данное сочетание указывает на то, что вы сами можете являться той фигурой, которая, знаете, вот занимает главенствующую позицию. И вы знаете, порой будет казаться, что вы идете, вот знаете, практически на ощупь, да, к неизведанному. Вы преодолеваете вот эти вот барьеры, вы идете за пределы известного, ранее изведанного, да, к чему-то такому непознанному, неизведанному, но вы идете в нужном направлении. Во-первых, вы учитесь мудрости, вы обретаете какие-то знания, вы нарабатываете авторитет, вы действительно укрепляете все свои позиции. Посмотрите, здесь все старшие арканы, они говорят о том, что все, что будет происходить в сфере работы у вас, уважаемые Близнецы, заслуживает особого внимания и уважения, потому что вы идете правильной дорогой, вы растете как специалист, и те знания, которые вы получите, они на самом деле бесценные. Вас уважают, вас ценят, к вам прислушиваются, и вам стоит это понимать. Давайте посмотрим, что же с финансами. Работа — это хорошо, а финансы? Финансы у Близнецов. Вы знаете, вам как-то не до финансов. Вот у вас финансовая составляющая в июне как-то, вот знаете, вот совершенно вам ни к чему. Все хорошо, у вас все стабильно. У кого-то могут отыгрываться вопросы наследства, да, то есть получение каких-то движимых, недвижимых средств, финансовых средств. Но здесь скорее получение этих... как правильно сказать, получение этого имущества в таком формате, что вам опять не до него. У вас все стабильно, у вас по финансам все хорошо, стабильный доход, стабильные какие-то расходы, но финансы — это то, что будет вас тревожить меньше всего в июне.
Все у вас стабильно, все у вас хорошо, и поэтому вам, судя по всему, ну, вы здесь как будто увлечены работой. И здесь, знаете, вот карта Иерофант, она на самом деле говорит о том, что человек действительно работает за идею, работает не для того, чтобы вот алчность свою как-то утолить, да, карманы набить, а потому что он любит свое дело, потому что он с удовольствием выполняет то, что ему по душе. И деньги, они для вас не настолько важны в июне, и порой даже, знаете, вот финансовые вопросы вам затрагивать не захочется, хотя в целом все стабильно. Расходов таких вот потерь нет, каких-то глобальных поступлений, ну, за исключением наследства. Наследство вы можете получить. Наследство может здесь отыгрываться также в положительном контексте. Не когда кто-то отошел в мир иной, да, и оставил вам в наследство что-то, а когда при жизни вы получаете, да, кто-то вам подарил, кто-то вам отписал и так далее. Здесь в довольно-таки положительном это формате, в положительном масштабе. Что касается личной жизни у близнецов в июне. Так, что же в личной жизни? Так, ну, романтика уже неплохо. Вы знаете, вы не одни. Есть рядом человек, который заслуживает вашего внимания, вашей симпатии, но такое чувство, что он еще не дозрел, он еще ребенок. И тем самым вот этой своей незрелостью он вас несколько разочаровывает. Но, будучи тем самым незрелым ребенком, он показывает вам, знаете, такие горизонты, которых, опять же, вы ранее не видели. За пределами того, что вы привыкли воспринимать в понятии любовь, в понятии отношения. Порой у вас взгляды не будут совпадать, порой вы будете как будто разговаривать на разных языках, и это будет достаточно непростой для вас опыт. Тем не менее, я могу сказать, что этот опыт будет для вас неплохим. Вы постигнете, вы познаете чего-то новое. Не могу сказать, что здесь про серьезность, здесь про что-то такое, знаете, вот едва уловимое. Но, тем не менее, здесь будут какие-то открытия для вас. Если же вы состоите в стабильных отношениях, да, вы замужем, вы женаты, у вас семья, здесь, знаете, вы посмотрите на партнера с какого-то другого ракурса. Возможно, у кого-то краткосрочные какие-то романы, да, Паж Кубков — это всегда про флирт, про какую-то романтику, и благодаря вот этим вот романтическим отношениям и, давайте скажем, незрелости эмоциональной, да, вот этой детскости, ребячеству вашего партнера, вы обретете для себя какие-то новые, неизведанные ранее знания, которые послужат для вас определенным опытом. К чему стоит стремиться вам, близнецы, в июне? К чему стоит вам стремиться? Вы знаете, а вам все-таки стоит несколько больше внимания уделять благосостоянию, да, финансовой составляющей. Вам стоит заботиться о своем комфорте. Это заработок, это создание такого антуража, такой атмосферы, в которой вам будет вкусно кушать, красиво одеваться, интересно жить. Здесь вот именно про благополучие, про благосостояние. И руководствоваться здесь нужно своей интуицией, слушать нужно обязательно свой внутренний голос. Плюс, смотрите, важно все-таки стремиться к тому, чтобы вы с вашим партнером, потенциальным ли, стабильным ли, все-таки были на одной волне, чтобы вы друг друга так или иначе понимали. Но делать это нужно очень осторожно, не нарушая личные границы, не нарушая границы друг друга. Девятка Пентаклей — это все-таки карта партнерства, прошу прощения, карта автономности и комфорта, когда вы можете, знаете, ощущать себя не в симбиозе с кем-то, да, то есть я без тебя не могу, я к тебе привязана, ты ко мне привязан, а когда вы две самостоятельные личности с вашим партнером. Ну и, конечно, здесь про благосостояние тоже очень важно помнить, да, чтобы деньги все-таки, деньги к деньгам. Про финансы не нужно забывать, потому что, судя по всему, как-то у вас эта сфера в июне будет немножечко обездолена вашим вниманием.
А чего стоит остерегаться в июне близнецам? Медлительности. Медлительности, не нужно медлить, не нужно откладывать на потом. Да, вы ставите перед собой прекрасные цели, но стремиться к ним нужно. Но здесь, знаете, здесь важно избегать крайностей, да, двойка пентаклей – это символ, знаете, умения лавировать. Здесь важно не затягивать и не делать каких-то резких движений. Пусть у вас все идет в размеренном темпе. Все ваши действия, все ваши планы, все ваши какие-то намеченные события пусть идут своим чередом. Не нужно затягивать и не нужно форсировать. Во всем нужно соблюдать баланс. Двойка пентаклей – это умение как раз-таки лавировать и обходить вот эти вот острые углы, соблюдать вот это вот равновесие. Вот такой получился у нас прогноз для близнецов на июнь. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.